Привет, теннисюги! Вы находитесь на канале Table Tennis for You, TT for You. Здесь вы найдете видео о настольном теннисе и его развитии. Поддержите наш канал подпиской, лайками и, конечно, ждем ваших комментариев. Друзья, всем привет! С вами Олег, и мы вас приветствуем на нашем канале Table Tennis for You, TT for You. Сегодня у нас новое сравнительное видео этих двух накладок. Будем сравнивать накладку Xiaomi Mega 7 Pro и Xiaomi Mega 7 Asia. Максимальной толщине на разных основаниях. Расскажем об их отличии, для кого какая накладка подойдет, что из себя представляет. Вы сможете посмотреть по ссылкам по видео конкретно тест этой накладки, конкретно этой. Мы сегодня сравниваем их, рассказываем, кому какая подойдет, на что стоит обратить внимание. Смотрим. Друзья, сейчас хотим рассказать чуть-чуть о предыстории накладок серии Xiaomi Mega 7. Xiaomi Mega 7 Pro вышла в начале года. Представляет она из себя накладку с губкой средней жесткости, с уклоном, конечно же, к более жестким губкам, но не настолько, как Mega 7 Asia. По аналогам могу сказать, что Xiaomi Mega 7 Pro больше всего похожа, по моему мнению, на Butterfly Energy 0.5. Конечно же, по скорости, зацепу, контролю и, конечно же, самой жесткости накладки. Что касается долговечности, это, конечно же, большой плюс для этой накладки по сравнению с серией Energy. Ее хватает как минимум в 2 раза больше. Это уже можно сказать по личному опыту, так как я долгое время играл и накладками Butterfly Energy 0.5. Как только появилась серия Xiaomi Mega 7 и первая же вышла эта накладка, я поклеил ее, она мне очень понравилась, подошла под мой стиль игры, и я, конечно же, играл ей долгое время. Поменял, по-моему, 2-3 накладки. Мне хватило, в принципе, по-моему, даже чуть больше года. В среднем где-то 4 месяца на накладку. Позже я все-таки решил чуть-чуть поэкспериментировать и наклеил уже Xiaomi Mega 7 Asia. Так, эта накладка вышла позже значительно. Сначала вышла Прошка, потом Европа. Позже уже значительно вышла Xiaomi Mega 7 Asia с губкой очень жесткой. Опять же напомню, что фирма Xiaomi пишет, что губка здесь мягкая, ни в коем случае не верьте, здесь очень жесткая губка и сама накладка довольно жесткая. Здесь же есть такой момент, как пробитие накладки. Чуть позже вы узнаете, что эта накладка пробивается где-то 2-3 дня, даже вплоть до недели, в зависимости от экземпляра, который вам попадется. По скорости примерно плюс-минус они одинаковые между собой, но Mega 7 Asia, она более такая плотная и, наверное, чуть-чуть все-таки побыстрее. Что касается контроля, честно говоря, не знаю, мне очень нравится Mega 7 Asia в плане контроля. Просто любителям больше подойдет эта накладка, так как о ней легче обучаться и выполнять некоторые технические элементы. Но зато Xiaomi Mega 7 Asia есть свои плюсы в плане, если ты четко выполняешь движение, то летит очень мощно и более неприятно для соперника. Опять же, аналогом этой накладки, мне кажется, это ближе к Energy 0.5 Hard. Не настолько, конечно, она жесткая, но все-таки разница не разница, плюс-минус они похожи. Наверное, Energy 0.5 Hard больше похожа на Mega 7 Tour. Поэтому, друзья, советую эту накладку уже более продвинутым любителям, которые знают, как обращаться с более жесткими накладками, с такими губками. Поэтому эта накладка подойдет именно таким игрокам.
эти две крутых накладки рассказали, что к чему, для чего подойдет эта накладка, для чего это, разница в них, потому что накладки хоть из одной серии, но все-таки отличаются. На самом деле фирма Xiom пишет и отмечает небольшое различие между этими двумя накладками, но так как я лично их пробовал, ними играл очень долгий период, я после этого наклеил эту и очень сильно удивился, потому что разница у них все-таки есть и колоссальная. Дополню то, что эта накладка не нуждается в том, что ее пробили. Xiom Mega 7 Asia нуждается, чтобы ее пробили, она становится чуть мягче. И самое интересное, что каждый экземпляр из накладок ведет себя совсем по-разному, так как первая накладка у меня пробивалась 2-3 дня, вот вторую накладку я поставил, у меня она уже пробивалась где-то дней 5. Поэтому немного есть все-таки отличия между экземплярами даже одной и той же накладки. Поэтому вот такие вот нюансы, что касательно сравнения. Друзья, я вам советую выбрать для себя самый подходящий вариант из накладок Xiom Mega 7 Asia либо Xiom Mega 7 Pro. Можете это сделать на нашем сайте ttfu.com.ua. Мы стараемся для вас, показываем, тестируем инвентарь, чтобы вы могли легче разобраться в большом ассортименте инвентаря для настольного тенниса. Заходите на наш сайт, выбирайте то, что нужно, наслаждайтесь игрой в наш любимый вид спорта. Спасибо вам за внимание. С вами был Олег и канал Table Tennis for You. До новых встреч!